Так, где вход? Так, мы взяли билеты. Ой, вот билеты. Билет стоит 80 песо. Это сколько? 100 гривен или 5 долларов. Мы приехали в четверг. Людей здесь не очень много. Мы читали, что лучше приезжать с самого утра, потому что здесь очень много людей. Ограничения тоже действуют. То есть пускают только 3000 человек в день. Но машин здесь достаточно много. Так что, может быть, здесь много машин, много людей. Но на автобусе приехала всего маленькая группа туристов. Там нужно показать свои билеты. Здесь мы проходим сувенирные магазинчики. И уже скоро, я так подозреваю, мы приближаемся к самой пирамиде. Вот такой вот экспонат здесь. Очень много гидов предлагают нам свои услуги, но мы отказались. Почему мы отказались от гида, Тань? У меня нет денег на гида. Правильно. Но что собой является одно из самых посещаемых мест страны? Теотиуакан – это руины самого древнего города западного полушария, расположенного в 50 километрах от Мехико. Величественные пирамиды хранят тайны исчезнувшей цивилизации Мезоамерики. Подлинное название народа, истинное имя города, его правителей, история становления, расцвета и причины упадка до сих пор является загадкой для человечества. Таня, блин. Рискованный эксперимент. Я спросил, можно ли здесь полетать на дроне. Человек, который казался мне здесь охранником, сказал, что ему все равно. Но есть люди, другие люди, которым, может быть, не все равно. Главное найти тихое место и попробовать полетать. Удачи. Удачи нам. Таня соучастник. Ты тоже попадешь в тюрьму, если что. Разделим штраф? Да, как обычно. Как обычно. Да, сломай мне. Все. Все. Ты идешь так. Предположительно, Теотиуакан был основан задолго до II века нашей эры. К этому времени приобрел значение важного религиозного центра, куда жители долины совершали паломничество. Наивысший рассвет Теотиуакан достиг к 250 году нашей эры. Теотиуакан был заброшен в середине VII века нашей эры, на пике своего величия, по неизвестным причинам. После в долину приходят ацтеки и возрождают город в качестве культового центра. Именно они дают поселению имя Теотиуакан, что с языка нуатль переводится как «место рождения богов». Площадь Теотиуакана могла составлять до 28 квадратных километров, а население насчитывало 200 тысяч человек. Суровая архитектура и план города свидетельствуют о наличии в то время сильной организованной власти во главе с жестокими правителями. Религия имела сильное влияние на все сферы жизни, не только элиты, но и простых горожан. Здесь царствовал культ Кецалькоатля. Элементы поклонения этому верховному божеству прослеживаются во многих постройках зоны. Город богов внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Главный интерес в археологической зоне представляют два самых крупных и древних сооружения комплекса – пирамида Солнца и Луны. Пирамида Солнца построена приблизительно в 150 году до нашей эры. На ее вершине когда-то располагался небольшой храм. Пирамида Луны высотой 42 метра заканчивает протяженную дорогу мертвых. Главный проспект пересекает весь центр города и тянется на 3 километра. Также в зоне есть музей, где можно ознакомиться с историей города, его открытиями, посмотреть некоторые фотографии и артефакты, найденные на территории. Теотиуакан – уникальный и загадочный памятник доколумбовой эпохи, таящий множество загадок. К сожалению, наверх нельзя подняться, но хорошо, что можно сюда вообще зайти.
К нам только что подошли, сказали, что все, музей закрыт. К сожалению, мы не успели на него попасть. Но ничего, почитаем информацию в интернете. Есть много разной информации, когда закрывается музей. Мы нашли, что закрывается в 3, в 5. Сейчас он закрывается в 3 часа из-за пандемии. И тоже из-за нее нельзя подняться наверх, на самые большие пирамиды. На некоторые, тех, что поменьше, можно подняться. Но вот, как тебе, Тань, стоит ли посещение этот музей, Да, это место? однозначно стоит. Прям вот можно в первый день сюда ехать. Топ-3. Топ-3. Топ-3 моей жизни. Нет, это место входит точно в топ-3, которые нужно посетить в Мехико. Мехико-Сити. Сначала скажу, что людей здесь не очень много. Я думал, что будет больше. Поскольку нельзя подняться на пирамиды, не ощущается, что очень много людей. Может, если бы все собирались туда, на верхушечке, в этом узком проходе, то было бы другое впечатление. Но достаточно много места для всех людей. Так что места хватит на всех, если не подниматься наверх. Ну да, потому что главная улица здесь тянется, не знаю, сколько километров. Аллея мертвых. Аллея мертвых. Она очень длинная, и мы шли где-то полчаса или, может, 40 минут. Поэтому здесь сейчас нет ощущения, что много людей, но пока идешь, очень интересно, потому что ощущаешь себя, вот, не знаю, в всех временах, вокруг одни пирамиды и одни статуи, назовем их так. И это очень круто, Да. уникально. И нам повезло, что не было жарко первую половину нашей экскурсии, нашей прогулки. Сейчас уже немножко жарковато. Все нормально. Все нормально. Я бы уменьшил не количество гостей, посещаемых, а количество продавцов сувениров. Не дают тебе пройти. Возле второго выхода можно найти автобусную остановку и с уже купленным билетом сесть на автобус и поехать себе домой. Здесь какая-то такая вот, где-то здесь остановка. А здесь можно перекусить.